Всем привет! Вы у меня частенько спрашиваете про Ничанг, какие здесь бары, рестораны, кафе закрылись или все еще продолжают быть открытыми. Видимо, многие сейчас ностальгируют по местам, в которых они отдыхали и проводили хорошо время. Вот сейчас как раз я и покажу, какие места здесь закрылись, какие открылись новые места в Ничанге и что вообще происходит в Ничанге без туристов. Это площадь Лотоса. Вот сам Лотос, розовое здание. Как оно было закрытым, когда я сюда приехал, так оно и осталось закрытым. Площадь сама остается неизменной. Здесь люди гуляют, собираются, запускают воздушных змеев. Все как обычно. А вот здесь напротив было кафе, которое сейчас тоже закрыто. Дальше идет массажный салон, который тоже пустой. Абсолютно здесь нет никого. Там внутри какой-то бардак. Все закрыто. Тут тоже какой-то магазинчик был. Вот популярный среди вьетнамцев и китайцев клуб Гуру. Он, кстати, недавно еще функционировал, недавно работал. Там внутри даже ничего нет. Офигеть. Полностью все разобрали. Может быть, здесь собираются ремонт делать. Сидит там дяденька, лежит, охранник. Так он на меня посмотрел немножко недовольно. В этом клубе я максимум 2 раза был. И то только заходил сюда посмотреть, что там происходит. Русские туда никогда не ходили. Дальше идет вечерний рынок. Очень популярное место среди туристов. И китайцы, и русские сюда очень много ходили. Что примечательно, во время этого коронакризиса сами вот эти зеленые будочки переделывали. Сейчас выглядит все так более опрятно. Но, как видите, торговля здесь идет совсем скудно. Не знаю вообще, для кого они тут расположились, но немножко функционируют, продолжают свою торговлю. Для кого-то это прям такое знаковое место. Многие туристы здесь покупали сувениры, затаривались перед поездкой обратно в Россию. Но, как по мне, цены здесь завышенные. Но место самое центровое и очень притягательное было для всех туристов. Здесь тоже проводились какие-то концерты вьетнамские. Это культурное сооружение. Здесь проходят выставки, конференции иногда. А вообще вот этот вот пьедестал используется как сцена. Периодически здесь устанавливают колонки и проводятся небольшие вьетнамские концерты. Сейчас мы проедемся по первой линии в ту сторону, а потом проедемся по второй и по третьей линии. Покажу, что там происходит. Здесь вот такой отель появился на месте отеля «Аврора». Меня как раз недавно спросили, что стало с очень плохим отелем «Авророй». Вот этот отельчик, так вот его отремонтировали полноценно. Переделали его еще до коронавируса. Вот отель Комодо на первой линии, или Комодо, как его называют. Тут даже вон палкой закрыли вход, как в деревне. Вот так вот огорожено. Тут что-то переделывают, да? Ландшафтным дизайном они занимаются. Здесь, видишь, какие-то бассейны были уродские. Был бассейн, да, люди купались. Что-то, наверное, здесь такое красивое будет, если они вообще не полностью весь отель решили переделать. Не весь отель, только подъезд к нему. Ты видишь, ни фасады, ничего. Может, внутри какие-то улучшения делать. Ну, здесь, да, конкретно, конечно, был бассейн такой интересный. Вот этот Greek Garden функционирует на первой линии.
здесь сейчас популярное вот это кафе. Здесь готовят русскую кухню, вьетнамка. Вот Москва закрыта. Вот на этой улице. Вот здесь полностью закрытое кафе. Много людей здесь сидело. Это вот улица, где Париж. Отель Белла Бегония, где у меня друзья останавливались. Небольшой был обзор этого отеля плохого. Ссылочка в верхнем правом углу на это видео. Даже лежаки вот не выставляют. Вот популярный ресторан Story, очень известный среди русских туристов. О, тут вообще разбирают все. Вот бассейн, какой он сейчас. Самый прикол, что я хотел здесь снять обзор полноценный с самого приезда, но так и не сделал. Ну и вот, наконец-то снял. Я один раз всего купался здесь, раньше здесь было бесплатно. Сейчас Ничанг — это рай социопатов. Практически никого нет, пляжи свободны, да? Можно везде упасть, можешь пукать в песок, можешь писать в песок, блин, и никто тебе слова плохого не скажет. Ну вот Луизиана функционирует в полную силу, не закрывается вообще. Не полную, как бы, потому что здесь постоянно столики были. Это они вечером ставят столик. А, вечером, да? Ну а так вообще вот мне нравится это место, я тащусь от него. Здесь и кухня хорошая всегда была, и пиво нормально. Но пиво мне на самом деле не нравилось никогда. Я один раз пробовал, мне не понравилось пиво здесь. Да? Вот популярный суши-бар был, назывался «Самурай». Двухэтажное помещение, полностью все вынесено, все разобрано здесь, одни стены. Вот здесь была лаврушка, кафешка, на которой я снимал обзорчик. Можете перейти посмотреть на это кафе, тут было вкусное пиво живое, домашнее. Подсказка в верхнем правом углу. Дальше здесь гриль-ресторан. Тоже они что-то тут разбирают, хотя елки стоят. Может быть, будет функционировать еще. Пока непонятно, но как будто тут что-то ремонтируют. Так настороженно они на меня смотрят, ремонтники эти. Лантернс. У меня друзья сюда ходили, в этот Лантернс. Кухня здесь, конечно, не очень такая была вкусная. Но сейчас вот так вот собака лает. Здесь у них просто жилье устроили. Сушится одежда какая-то. Ничего. Закрыт даже мини-март, Перекресток. Но я никогда сюда не ходил, ничего не покупал. Ну а вот эта сетевая пицца, это пиццерия вообще везде, по всей стране. Пицца Компани. Сетевое заведение, да, они не закроются. Вот известные журавли. Ну,
И даже вывески нет. Все, закрылись тоже. Это, кстати, недавно, они еще работали какое-то время. Ну, здесь, понятно, вообще все закрыто. И все магазины, все это защелкнуто. Вот экзибит здесь работает до сих пор. Это вот здесь вот я покупал свой байк. А, да? Да. У экзибита? Да, цену такую задрал, да? Кукуруза по ночам уже на перекрестках не стоит, все уехали в деревню, рис выращивать. Массажные салоны вон тоже закрыты. Да, в основном все закрыты. Некоторые работают еще, но единицы вообще. Вот Ганеши, индийский ресторан открыт. А рядом с ним рок-кафе, популярное заведение с музыкой. А уже давно 100 лет закрыто. Ну, оно сразу и закрылось, да. Они вообще хотели его, выставили еще на продажу до пандемии. Кальянная Джуманджи, и у них еще вторая была Тики-Тонга, тоже на этой третьей линии, вот там подальше. Они переехали на север. Я попозже покажу, куда они переехали. А вот Маринелли, известный ресторан, который был открыт украинскими владельцами, не работает. Здесь сумки продают, не знаю для кого. Вот это местечко так и не закрывается. Ну и Connect. Connect, кстати, переделанный, кто здесь давно не был. У них раньше здесь столики стояли, можно было кушать тут внутри. А сейчас сделали вот такой большой бар, обновили столы. А сам Connect был вот здесь, вот в этом углу. Сейчас здесь такая небольшая, как вип-зона со столиками. Но практически сюда никто не ходит. Тут 1-2 человека бывает по вечерам сидят. Давно я сам здесь не был, не сидел. А напротив открыта другая закусочная с фастфудом. Тоже по аналогии Коннекта. Тоже бар. Также они работают ночью. Синчао. Баффало, кстати, сюда переехала, что ли? Это было в другом месте. Здравствуйте. А вы сюда переехали, да? Было там, да, заведение было? Я просто для YouTube снимаю места, какие открылись и какие закрылись. Вот, обзорчик делаю, поэтому я к вам тут тоже зашел. Вот здесь был буфет, Зало называлось. И сейчас переделали его тоже, отремонтировали недавно. Теперь называется Blue Sky. Что-то он сейчас закрыт, наверное, вечером работать будет, открывается с вечера. Вон она таки, да. Там он заколоченный, как бы таки, да. Там 2 этажа. Рекламировали, и он не работает. А здесь раньше был ресторан итальянский. Да. И пицца была. Потом они закрыли, открылся вьетнамский ресторан. Потом его закрыли, открыли массажка, да. И сейчас все, аля-улю. А вот Посейдон, тоже популярный отель. Сейчас никого там нету тоже. Здесь фрукты торговались на углу. Здесь была кальянная когда-то, потом бургерная. Все тоже закрыто. Golden Rain. Кто люди здесь отдыхал, они в курсе. Здесь какой-то новый отель строят. Большой уже стал. А вот, да, Армения как раз. Винис Паб, маленькая Армения. А как раз я снимал вот Армению, когда здесь еще забора не было. Винис Паб, обе Армении, и здесь была еще суши-бар вот на этой же улице. Вот во что превратились Винис Паб. Вот там дальше был. А это Армения. Вот здесь вот, на этом самом месте, ресторан Армения. Сейчас здесь вот такое разруха. Здравствуйте, до свидания. Экскаваторы стоят, все раздолбали. Сейчас здесь одни обломки остались. Вот там заведение Винис Паб было, где тоже мы постоянно любили сидеть по вечерам. Говорят, что земля вот эта принадлежит вот тому госпиталю, и этот госпиталь просто ее обратно забрал. Конечно, немножко жалко. Были здесь хорошие такие места, и рыночек еще здесь был. Такое люди иногда спрашивали, где рынок в этом месте. Вот сейчас вот такое здесь происходит. Очень популярные и известные заведения, в которых мы сами сидели. Я в Армении день рождения праздновал. Вот здесь можно посмотреть
ссылку на это видео. Первый раз проходила, попробовал именно в Армении. Это И день рождения праздновал, и Новый год мы праздновали. То, что случилось с Арменией, это последствия Карабахского конфликта. Так, вот, Why Not Bar. Вот сейчас как выглядит Why Not Bar в наши дни, в пандемийную эпоху. Его я тоже до этого снимал, еще когда не было забора здесь. Все здесь разобрали. Несколько дней назад здесь еще было здание. И только разбирали все внутри, а сейчас уже все здание разобрали. Здесь бассейн был, я не знаю вообще, люди ходили туда или нет. Но русские туда не ходили особо. Но что примечательно здесь было, это то, что музыка здесь некоторым людям в ближайших отелях мешала. И они здесь заделали стены, здесь не было стены, полностью всю лицевую часть они обделали стеклом, шумоизоляцию организовали. И вот он проработал так недолго, и почему-то его тоже разобрали. Вроде люди туда ходили. Но я так его, кстати, ни разу и не посетил, этот клуб. Не заходил, не снимал. А вот ресторан «Москва». Но он функционирует также. Люди туда немножко даже ходят. Здесь что-то делают вьетнамцы. Вот это заведение закрылось, оно сразу же закрылось, Лемонграсс. Я был здесь один раз в Лемонграссе. Этот локал тоже, сеть вообще, она походу вся закрылась, сеть локал. Перекресток? Да, вот перекресток. А, магазин, ну они походу вообще все закрылись. Там уже только что тоже мы снимали. Вот этот у Леши закрыт. А здесь все время в ушах ковыряются, подстригают волосы в ушах. Здесь, вот в этом закутке, ресторан «Лавилла», в котором мы тоже много проводили времени, кальяны курили раньше. Но он не закрывается, он функционирует. Правда, сколько я здесь не проходил мимо, пустовато. Ну, кто-то сюда ходит все равно. Кафе «Кактус» тоже. Бар Килкенни тут еще. Очень популярный бар, известный во всем Нячанге. Открывается он в 5 вечера. Килкенни. Ну, сейчас еще он пока закрыт, то он очень реально популярный. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вот ходим тут, снимаем немножечко. Ну, вот мы тут про заведения просто снимаем, какие закрылись, а какие-то работают до сих пор. Да, мы работаем. Вчера вот в 5 опять закрылись. В этом, да, самый прикол в Килкенни, что до 5 утра можно до рассвета. Последнего клиента. Вот мы вчера уже кассу закрыли, все, посчитались и налетели люди откуда-то приехали. И вот мы с ними до 5 часов сидели. Это когда? Во сколько налетели? В 3 часа? В час где-то? А, в час? Да. А, вы думали закрыться Ну уже? да, уже как бы у меня основной народ просидел. Типа на автопате все приезжают? Нормально, да, и тут просто здравствуйте. Ну вот до 5 часов. Позавчера Ну, вот так вот. так же. И так Ну ладно, до встречи. Вот новенький бар. Это американский гриль. Да, это американо-гриль. Это вот сделано в таком байкерском стиле. Ригель отель. Вот какой-то отель прям выстроили рядом с Дендроголдом. Возрос, я аж не заметил даже. На этой улице, в принципе, все закрыто практически. Это туристы, да, я так понимаю? Ну да. Смотрите, сколько туристов. Это внутренний туризм. И вот их сюда вводят, вот в этот буфет большой. А прямо напротив этого буфета открыт бар, дня-бар. Он как ночной клуб, ночной бар. Здесь веселые вечеринки проводят. Вот у меня уже 2 видео есть с этим баром. В верхнем правом углу подсказочка на это местечко. Можете посмотреть. И раньше здесь была просто кофейня, потом это дело закрыли. И вот сейчас в пандемию открыли новый бар, клуб. В принципе, прикольное место, веселое. Вот Лавилла вот здесь была. Сейчас какой-то Golden Bamboo. Ну, вроде как это функционирующий ресторан. Отель Агнес, новенький тоже. И там еще отель новенький
Эрика. Да, вот это два хороших новых отеля. Вот сеть магазинов Фомарт, зеленая, ее переделали. Здесь такой логотип они сделали, как Avengers, Мстители. Скопировали логотип. Ну, по этой стороне все закрыто вообще, все защелкнуто. И открыли новый клуб. Как раз в пандемию, как раз после карантина. Называется Кишо Клаб. В таком японском стиле. Ну, по крайней мере, с виду выглядит прикольно. Какие-то маски дьяволов. Стоят тут вечером девчонки, но я покажу это место вечером еще. Ну а дальше одно из самых популярных мест в Ничанге — это Гриль Гаден. Тот Гриль Гаден мы уже показали на первой линии, он работает, функционирует. А вот этот, первый Гриль Гаден, который был открыт, он полностью закрыт, здесь только сидят охранники. Вот листовочку такую дают, что есть другой Гриль Гаден. 255 тысяч стоит взрослый вход. Ну, так же, как и было. Вот так вот пусто здесь, одиноко. Нету туристов, нет людей, посетителей. Но зато работает и функционирует на первой линии Гриль Гаден. А еще здесь на третьей линии тоже кальянная, интересная, кальянный бар, который не закрылся и до сих пор функционирует. И продолжает свою работу. По вечерам они работают. Особенно активно с 8-9 часов. Бар называется Ривьерия. С такой вывеской. Вход у него здесь такой узкий, узенький вход. В общем, они примерно с 8 часов вечера работают, а вот написано с 6 до 2 ночи. Известное место было Амигос, которое закрылось. А теперь здесь еще рядом есть Cheers. Тоже новенькое заведение. Европеец тут владелец этого бара. И у него жена, как я понял, вьетнамка. Вот бар Соло, да, но что-то он должен был работать, по идее, но не знаю, видимо, опять закрыт, да. Это Днепр. А, Днепр? По-моему, это на нем какой-то мужик пожилой ездит на этом мотоцикле. Ну, европеец, не вьетнамец. Вот сейчас покажу как раз вот этот клуб, который новый открылся между 2 и 3 линией в центре города, в туристической зоне. Вот, как я и говорил, здесь девчонки стоят. Да, прячутся немножко они. Воу-воу-воу-воу. Надо помочь, может быть. It's okay? Да, тут сейчас немного людей. Синчао. Are you working? I just look. You work from 8:30, yeah? Yes. Entrance is free? Yes. Interview. Okay, come on. Xin chào. Окей, там бьет. Вот так они отворачиваются, стесняются. В общем, клуб работает с 8:30, и вход сейчас свободный туда. Как вы видели, немножко я заглянул, там все в азиатском стиле сделано. Ну так-то клуб прикольный, он новый, там все такое свеженькое еще. Еще не ступала нога туриста туда. Так что было бы прикольно сейчас, если бы туризм возобновился и была бы здесь вообще классная движуха. Так что ждем открытия границ. Это вечерний рынок, пустой, но обновленный. Здесь они сделали ремонт во время карантина, но он, конечно же, пустой. Я не знаю, для кого они вообще работают. Там и цены туристические были всегда, и туристов-то нет. Но вьетнамских туристов я здесь видел, что они на вечернем рынке были. Это же Хаят, отель Хаят, и в нем вот этот торговый центр. Это отель Ариана.
У него очень хорошее сейчас назначение у этого отеля. Здесь проходит карантин. Экипаж самолетов, которые летали в разные страны и вернулись сюда, во Вьетнам. И так как здесь нету коронавируса, они проходят после своей поездки двухнедельный карантин. Здесь останавливаются постоянно летчики, стюардессы именно вот в этом отеле, в центре города, в центре Нячанга, в Ариане. Так что вот он до сих пор функционирует и очень полезную функцию сейчас выполняет. Так что это вот один из немногих отелей, который не закрывается. Зима Клаб. И вот Гавана Клаб. Гавана Клаб я вообще никогда не был. Вообще в туристический сезон здесь было, собирались уже вот в это время, они с 8 открывались. Но сейчас с 9, наверное, или как-то так. Заехали на север. Здесь на севере жизнь не останавливалась. Во-первых, здесь студенческий район. Во-вторых, большой комплекс жилой Мунтань здесь с отелем вот таким Мунтань. Это относительно новые постройки, строения. Они свою работу не заканчивали. Здесь на этих улицах продолжает работать большинство магазинчиков, кафешек. Здесь люди живут. Новый магазин открылся с детскими товарами. Магазин почти круглосуточный, фреш-шоп, который задумывался как круглосуточный, но во время того, как туристов нет, он работает до 2, до 3 часов ночи. А вот заведение, которое я снимал когда-то, небольшой видеообзорчик был. Здесь был буфет под названием «Зало». Потом здесь открывали какую-то вьетнамскую кафешку, но что-то оно не стало все это работать. Подсказка на это видео в верхнем правом углу, если интересно, как оно все было. Здесь вот стояли лоточки, набираешь по принципу самообслуживания. Там новый гест открылся. Где? Это вот улица Хончонг называется. Вот, видишь, гестхаус. Свежий, абсолютно открывшийся. Вот комплекс Мунтань. Ну, здесь практически ничего не закрылось. Все так же функционирует. Более того, здесь даже открывается что-то новое. Это вот как раз кальянная, о которой я говорил, переехали они из центра, переехали вот сюда на север, в район Мунтаня, а там временно они закрылись в центре города на 3-й линии. И называется у них Jungle Book. Здравствуйте, ребята. Добрый вечер. Я к вам тут зашел немножечко заснять. Показываю, какие заведения вообще остались тут в Нячанге. Отлично. А какие закрылись. Наши слышат обновление. Здесь, да, оформлено в таком же стиле, как Джуманджи и Тикетонга, да, там закрылись. Здесь переехали, акция, да, можешь пару слов про акции сказать? Да, на все меню сейчас у нас большая скидка. 20%, даже больше на некоторые позиции. У нас пиво разливное поменялось, стало 12 тысяч. А 12, да, такие демократичные Кальян, цены. да, у нас вообще практически от 150 бывает. Ну, 179 у нас пошли. Просто сделали скидку, да, на все меню полностью. Ну, понятно, да. Да, от пива до кальяна. Ребята, заходите к нам в гости, выпьем пиво, сделаем кальян. Еще один здесь такой большой ресторан открылся. Полноценный такой фудкорт, даже, а не ресторан. Вот, называется Hello Food Court. Здесь получается разных направлений кухни, разных стран. Есть даже русская кухня, итальянская, китайская, разного направления. Вот сейчас уже такое к закрытию идет дело. Но вечером они тут работают. Для туристов очень было бы прикольно. Это кафе. А? Hello? I make video for YouTube about many places in Nha Trang. What works? Traveler Yeah, I'm traveler, YouTube vlogger. and You can subscribe where you my come from Russia. Yeah. from? Yeah. Yeah. Yes. Why you can come to Vietnam? So I live here more than 2 years. I love This is my video. Rồi, okay. How many subscribers? 5,000. 5,000? 5,000. So, okay, subscribe. Yes, okay. You will be in this Yes, of video course. soon, next week. This video. Where do you live in Vietnam? Yeah, near here. Nice to meet you. Okay.
Тут вместо одного кафе его разобрали. Да. И, короче, они сделали вот такую... Причем туалеты работают. Здание снесли, а туалеты остались. На руинах бывшей кафешки открыли здесь, даже не открыли, организовано просто Да, организованная пьянка. угол с посиделками, да. А вот напротив, Напротив, но там уже не так весело. Кстати, здесь так реально колоритно, блин, чисто на таких руинах. А раньше здесь была пустая кафешка, в которую никто не ходил. вот шикарнейшее заведение было, сюда автобусами завозили народ. Вот буфет, но сейчас уже закрыт. Сейчас уже все, поздняк уже. Они закончили, да, работу свою, сейчас Да. уже поздновато. Мы здесь были, да, это вот как раз буфет по одной цене, где платишь за вход просто и ешь в неограниченном количестве и жаришь у себя за столом всякие разные Вон, морепродукты. кстати, можешь пойти, ты сам заценить, как краб ест креветку. А, вон, да. Вон они за нее бороться начали. Короче, они ее ковыряют, но не могут съесть. Вот такой Рома Бич. Ну, потом еще заснимем побольше. Вот в Кения Бэй работает большой отель. Тоже относительно новый. У него тоже недорогие здесь апартаменты. По 8 миллионов стоят. Здравствуйте. Тоже сапфир здесь закрытый. Шантарам, да, тоже не закрывается. Ну, насколько это популярное заведение? Я просто здесь только один раз-то и был. Вот, новое открылось. А, Rainforest. Классное такое тоже яркое заведение, креативное. Большое. Тут они его долго строили, вот деревянное. В центре таких тоже несколько заведений подобных. В общем, на этой улице еще там есть дальше что-то интересное. Вот новое заведение. Это, по-моему, его разбирают. Нет, его строят наоборот. Это мы сейчас на улице Кучи. Улица идет перпендикулярно морю, и она такая очень живая. Разные кафешки здесь. А выходит она вообще на рынок Винхай. Здесь очень много апартаментов, поэтому, я так думаю, и много всяких заведений. А вот еще очень популярная улица, тоже перпендикулярно морю, улица Дангтат. Здесь работает итальянский ресторан, не закрывается, бильярдная работает. А вот здесь пивоварня Шульц на этой же улице. Я про него тоже снимал уже, подсказочка в правом верхнем углу, можете посмотреть. На этой улице тоже кое-что закрылось, некоторые места, но в основном все осталось работать. В общем, здесь повеселее, а вот Зало. Это Зало была самая дешевая точка из всех вот этих буфетов, которая была по одной цене. Вот почему мы и хотели показать, что где-то закрывается, а где-то наоборот открываются вот эти точки с буфетами, с едой по одной цене, где готовишь у себя за столом. Ну вот сейчас самое недорогое местечко, вот которое мы показали сейчас на первой линии. Рома Бич. О, слушай, перекресток. Все, вся сеть, походу, закрылась перекрестком. Там вот башни Панагар. Можете посмотреть обзорчик. В верхнем правом углу ссылочка. Это Мунтань. Вот здесь была вечеринка в предыдущем видео тоже, которую мы снимали. Да, вот это Ривьера, Риверсайд. Даже на улице. Ну, это такое зазывает. Прикольно, кстати. Даже сейчас. Классно. Вот этот клуб, вообще непонятно для кого он. Но, кстати, обычно он мало людей всегда. А сейчас прямо столько народу. И все машут, и счастливы. Кстати, да. Привет, Кристина. Ну
Ну как дела? Как вы работаете? Все. Мы тут проезжали мимо, еще никого не было. Вы с какие работаете? Там, кстати, новый клуб-то конкуренцию составляет вам или нет? А? Григаден первый. Да. Не составляет конкуренцию? Там еще ходит кто-нибудь туда? Я заглянул первый раз, я там не был вообще. Да нет, слушай, там, ну, насколько я слышала, много гостей, ну, такие 15. Ты на камеру разговариваешь, ты в курсе? Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Вот такой Ничанг, без туристов, без отдыхающих. Что-то закрылось, что-то открылось. Посмотрим, что будет дальше. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.